Всем привет! Strikers и UFL продолжают напоминать о своем существовании и благодаря новому контенту демонстрируют, как проходит разработка их футбольного проекта. Еще не так давно я на канале жаловался, что Strikers ушли в какое-то длительное молчание, за которое ничего не рассказали о ходе разработки и не показали никаких кадров игрового процесса. Но за последнее время они постепенно начали исправляться. Я эти факты никак не связываю, просто констатирую данный факт, что да как происходит. Поэтому в сегодняшнем видео мы обсудим последний ролик, который вышел на их канале и который, конечно же, касается геймплея, некоторых его аспектов, ну и в целом я поделюсь своим мнением по всему увиденному. Ваше же мнение буду ждать в комментариях, точно так же, как и лайки под этим роликом, которые способствуют его продвижению. Подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые, прожимайте колокольчик, ну а мы начинаем. Если кто-то ожидал от нового ролика, что разработчики вновь покажут обновленную версию геймплея, то вам стоит закатать губу, уж не сочтите за грубость. Ну, большую часть видео мы, по сути, наблюдаем представителей студии, которые напрямую дискутируют о геймплее их игры. Этот ролик бы я назвал скорее небольшой рефлексией по поводу игрового процесса UFL, потому что разработчики так или иначе, но сталкиваются с критикой игрового процесса. Критикой вполне объективной, но которая нередко перетекает в какую-то агрессию и банальное закидывание камнями, а поэтому по ходу ролика разработчики пытаются объяснить, как работают те или иные механики в их игре. Они упоминают о функциях-пасах, и рассуждая о них, они упоминают, что в игре ожидается достаточно большое количество различных пасов, то есть это обычные пасы на ход, пас игроку, пас навесом, и уже потом идут различные разновидности. Сильные пасы на ход, слабые пасы на ход, пас навесом сильнее, выше, ниже, ну и так далее. В ролике конкретно демонстрируется траектория пасов, но все еще можно отметить, что пасы выглядят немного прямолинейно. То есть, как бы разработчики не пытались это объяснить, как бы под каким углом они это не показывали, все еще чувствуется этакое прямолинейное движение мяча. Такое ощущение, что задав определенный темп, он как будто бы не может сменить направление, грубо говоря, или не может изменить свою скорость. То есть, с какой скоростью его пульнули, с такой скоростью он и будет лететь все время. Очевидно, что в реальном футболе это работает немножко не так, и отсюда как раз таки и чувствуется та самая пресловутая прямолинейность. Помимо передач, также обсудили механики отбора, которые также, по словам разработчиков, обладают тем или иным разнообразием, тот же самый пассивный отбор, подкаты, борьба, ну и так далее. Геймдизайнеры не устают отмечать, что тот или иной элемент игрового процесса им иногда бывает достаточно трудно воплотить в жизнь, и они требуют постоянной отладки, а поэтому неудивительно, что геймплей постоянно видоизменяется, где-то совершенствуясь, где-то немножко видоизменяясь. Грубо говоря, полгода это выглядело вот так, теперь это выглядит вот это. Ну и в концовке ролика разработчики также немножко затронули ту самую прямолинейность, хоть и не напрямую, а именно, что неточные пасы или неточные штрафные, они чуть ли не напрямую сообщают, что они хотят добавить вот подобного рода ошибки, но в игре это наблюдается скорее как какой-то баг, нежели условность игрового процесса. И именно поэтому, скорее всего, геймплей и выглядит несколько прямолинейно. Потому что сделать эту нелинейность именно так, чтобы это выглядело естественно, а не как какая-то ошибка игрового процесса, какой-то баг, для разработчиков пока что все еще не представляется возможным. Опять же, за неимением полноценного опыта, ну или по крайней мере многолетнего опыта, как у тех же Konami и Electronic Arts, их понять можно. И остается только ожидать, когда Strikers будут готовы, чтобы сделать несколько сценариев развития событий, которые будут сильно отличаться друг от друга. На этом же наш небольшой разбор нового ролика на канале UFL подходит к концу. Конечно, я упустил множество мельчайших подробностей, о которых также упоминалось в ролике, поэтому с ним вы можете ознакомиться лично, если заглянете к ребятам на канал. Но основную суть я постарался передать, поэтому ваше мнение касаемо всего услышанного я буду рад услышать в комментариях под этим роликом. Помимо комментариев, также я буду рад, если вы поддержите это видео своим лайком, а канал подпиской и колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока.